Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы будем учиться рассчитывать реглан сверху. Вязать ничего не будем, сегодня будут только расчеты. Если эта вам тема интересна, то нажимайте лайк, подписывайтесь на канал, если вы первый раз на канале. И давайте начинать. Пару слов о реглане. Он обычно с круглой горловиной вяжется, реже своеобразной, то есть мы набрали петли, распределили на рукава, перед и спинку и, начиная делать прибавления в регланных линиях через ряд, формируем одновременно целиком все изделие, то есть и рукава, и перед, и спинку. Но чтобы связать красивый и удобный реглан, нам необходимо знать, как разделить эти петли, как сделать так, чтобы горловина спереди была более глубокой, чем сзади, и как вообще сделать так, чтобы сама горловина смотрелась округлой, а не угловатой. То есть сегодня мы поговорим о ростке, поговорим о дополнительных точках разворота, которые дают нам более круглую и аккуратную форму горловины. Я все расчеты расскажу на примере вот этого джемпера, который я начала вязать. Не обращайте внимания где-то на не очень ровные петельки, он еще в процессе, еще не стиранный, не отпаренный. Давайте приступим к самим расчетам. Сначала мы снимаем мерки. Нам нужен обхват головы, полуобхват ладони. Это вот место. Его еще измеряют, когда вяжут варежки. Обхват груди и обхват плеча или обхват бицепса обязательно в присогнутом локтевом суставе, потому что в этом случае объем бицепса увеличивается. Начинаем мы вязание с горловины. Ее можно связать сразу же. Например, вот такую вот с одинарной резиночкой, с кетлевкой. Мастер-классы по вязанию горловин есть у меня на канале. Я вам сейчас сюда вот в верхний правый угол добавлю ссылку на плейлист. Можете зайти и посмотреть, выбрать нужную для себя горловину. Нам нужно знать обхват головы, чтобы набрать необходимое количество петель для горловины, для того, чтобы наша голова свободно проходила в горловину. Определились с количеством петель, я возьму 182 петли. То есть вяжем нашу горловину, и дальше необходимо рассчитать сам реглан. Нам нужно определиться с узором регланных линий. Я на регланные линии отвожу по 2 петли. Здесь может быть любое количество в зависимости от вашего узора. Из общего количества петель из нашей горловины мы вычитаем регланные линии. На регланной линии идет 8 петель. У нас 4 регланных линии по 2 петли. Получаю 174 петли. Эти петли я делю на 3 части, получаю 58 петель. Если у вас нацело не делится, то делайте неравные части. Например, если бы у меня было 176 петель, то у меня бы получилось 2 части по 59 петель и 1 часть 58 петель. Дальше эти части мы начинаем распределять. Одна часть 58 петель идет на спинку, вторая часть 58 петель идет наперед, и третью часть мы делим пополам, и я получаю 29 петель один рукав и 29 петель второй рукав. Такой расчет реглана подойдет, если мы вяжем реглан на мужскую фигуру. Если вяжем на женскую фигуру, то нам необходимо сделать корректировку и с рукавов убрать по паре сантиметров. В моем случае это 4 петли. То есть я от одного рукава забираю 4 петли, рукав становится 25 петель. Эти 4 петли мы не теряем, мы их переносим к спинке. То есть к спинке я добавила 4 петли, и теперь спинка у меня 62 петельки. Со вторым рукавом точно так же. Забрали 4 петли и отдали их переду. В итоге перед 62 петли. Распределили петли. Дальше необходимо связать росток. Росток нужен нам для того, чтобы горловина спереди была более глубокой, чем по спинке, и для того, чтобы наша вещь удобно сидела. Вот это вот расстояние, вот эта разница между вырезами и есть росток. Обычно его делают от 3 до 7 сантиметров, то есть детская вещь 3 сантиметра, взрослая вещь до 7 сантиметров можно делать росток.
Я взяла 6 сантиметров. Дальше нам нужно связать образец обязательно. И посмотреть 6 сантиметров, сколько это рядов. В моем случае 16 рядов. Вот это количество рядов должно быть обязательно четным. Делим его пополам, получаем точки разворота. Их 8 штук. И эти точки разворота мы размечаем по петлям рукава и по петлям переда. Всего 16 точек разворота. Вот здесь мы отделяем прямой участок горловины, он равен полуобхвату ладони. То есть в моем случае 25 петель, вот этот участок будет прямой, и дальше мы расставляем точки разворота. Обязательно не менее 3 точек разворота должно быть по переду, для того, чтобы у нас вырез спереди не получился вот таким прямым, а чтобы он имел округлую форму. И точки разворота обязательно по рукаву. У меня получилось 5 точек по рукаву и 3 точки по переду. Это будет наш росток. Росток вяжется поворотными рядами. Они укороченные. Посмотрите, как мы начинаем. От одной точки разворота до противоположной. Развернулись, чуть подлиннее ряд связали, опять развернулись, еще чуть подлиннее. То есть с каждым рядом наш ряд будет все длиннее и длиннее, пока мы не дойдем до переда. При вязании ростка обязательно вяжем все регланные прибавления. Есть еще одна особенность. Когда мы начинаем вязать первые ряды ростка, мы захватываем только спинку и рукава, а перед у нас остается. И в итоге мы по регланным линиям спинки выполняем несколько прибавлений, а по переду еще не выполняем. Нужно учесть эту разницу петель, иначе потом у нас спинка и перед будет разной ширины. Для того, чтобы этого избежать, мы считаем точки разворота, которые у нас на рукаве. У меня их 5 штук. И эти 5 точек разворота вычитаем из петель спинки. И спинка становится 57 петель. Эти 5 петель мы ни в коем случае не теряем, а переносим их к переду. И в итоге перед у нас становится 67 петель. И когда мы выполним росток, у нас не будет разницы между петлями переда и петлями спинки. Есть моменты, когда эта разница нужна. Если у вас достаточно пышная грудь, то вам нужно сделать перед шире, чем спинка. То есть можно еще несколько, от 2 до 3 сантиметров со спинки перекинуть специально к переду, чтобы на большой груди само вязаное изделие не растягивалось. Также имеется поправка на сутулость плеч. Если плечи чересчур сутулые, то нужно наоборот спинку сделать пошире на 1-2 сантиметра, чтобы красиво посадить изделие. Также не забывайте, и если вы вяжете каким-то узором изделия, чтобы вот 57 петель, чтобы раппорт вашего узора попадал в эти 57 петель, то может также нужно еще чуть-чуть немножко петельки перетасовать. Допустим, там перекинуть на рукавчики по петельке или, допустим, со спинки на перед перекинуть. Это такой классический расчет реглана. Но если мы выполним такой расчет, у нас получится, как я уже сказала, перед мы закруглили горловину, а по спинке идет вот такая вот прямая горловина. В итоге, когда мы свяжем джемпер, у нас будет не красивый круглый вырез, а такой угловатый. Чтобы этого избежать, необходимо добавить еще несколько точек разворота, которые будут отвечать за закругление нашей горловины, чтобы она была красивая и аккуратная. Добавляем точки разворота, которые будут находиться на спинке и спереди. Я их отметила черным цветом. Точки разворота ростка у нас серые, а дополнительные точки разворота черные. И эти точки разворота будут провязываться точно так же, как росток, поворотными короткими рядами, но вязать мы их будем перед ростком. Смотрите, их необходимо брать также несколько, не менее 3. Если вы хотите более округлый вырез, можно брать больше. Сейчас я расскажу, как их распределить. Мы также на спинке отмечаем прямой участок. Он равен полуобхвату ладони, у меня это 25 петель. Мы знаем, что вся спинка у нас 57 петель. От 57 отняли
вот этот прямой участок разделили на 2. В итоге у нас здесь 16 петель остается и здесь 16 петель. И эти петли мы делим на 3 участка. Чем ближе к регланной линии, тем короче участок. Я взяла 3, 5, 8. В общей сложности здесь 16 петель. И с другой стороны в точности также. Теперь по петлям переда. Эти точки разворота перед ростком, вот они находятся. И вот эти вот расстояния нужно брать маленькие, не больше сантиметра. То есть если у вас толстая пряжа, то буквально по одной петле. Если пряжа тоненькая, то по 2 петли. Вот эти точки разворота нужно выполнить. Обязательно, когда мы вяжем вот это округление горловины, мы также не забываем выполнять регланные прибавления. Благодаря этому горловина будет более аккуратной. Посмотрите, я куда сажу сразу же вот начало ряда, чтобы мне было удобно выполнять горловину. Вот в эту вот точку разворота. И я начну вязание округления горловины с изнаночного ряда. То есть я разверну вязание изнаночной стороной к себе и начну вязать вот такой вот короткий ряд до первой точки разворота. Потом разворачиваюсь сюда по лицевой стороне, обратно по изнаночной к этой точке разворота, по лицевой к этой, по изнаночной сюда, закончила эти точки разворота, развернулась, по лицевой стороне мы вяжем, переходим на вторую часть и начинаем выполнять вот эти вот точки разворота. И только затем переходим на вязание ростка. Тогда наша горловина будет аккуратненькая, кругленькая, правильной формы, не будет никакой угловатости. Я уже сказала, вот эти вот точки мы рассчитываем расстояние между петлями, вот эти берем как за постоянные величины. Дальше петли ростка, как мы переходим. Посмотрите, опять же, если пряжа толстенькая, то равномерно нужно переходить. Здесь у нас было по одной петле, затем 2 и 3. И вот этот участок уже то, что останется. В зависимости от набранных петель. Или если пряжа тоненькая, это у нас 2, 2, 2, 3, 5. И здесь уже остаток. Как рассчитать этот остаток? Мы знаем, сколько у нас петель занимает перед. Мы знаем у нас, сколько петель занимает вот этот ровный участок. То есть мы точно так же от общего количества отняли прямой участок, разделили пополам, получили, что вот эти у нас отрезки по 21 петле. И если я буду считать, допустим, по тонкой пряже, 2, 4, 6, 9, 14 и всего 21 петля, то есть сюда у меня остается 7 петель. Вот до последней точки разворота. Вы точно так же можете рассчитать. Обратите внимание, нам также нужно рассчитать количество петель между точками разворота в ростке по рукаву. Мы знаем, что у нас всего рукав 25 петель, у нас 5 точек разворота, и мы просто точно таким же образом рассчитываем. К регланным линиям берите маленькие участочки, буквально там до 3 петель максимум. То если тоненькая пряжа, если пряжа толстая, то вообще можно по одной петле брать или вообще не делать вот здесь вот никаких расстояний. И посмотрите, если мы также сложим вот эти цифры, я получу 25 петель. Вот у меня 4 пятерки, это 20 петель, 23 и в общей сложности 25 петель. Коротко теперь говорю, набрали количество необходимых петель, связали горловину, разделили все на перед, спинку, на рукава и согласно расчетам развешали маркеры. Отделили маркерами одного цвета регланные линии, маркерами второго цвета точки закругления горловины и маркерами третьего цвета отметили росток. Иначе вы просто запутаетесь и ничего не сможете выполнить. Начинаем с округления горловины. Вяжем сначала с одной стороны, потом со второй стороны. И как только мы дошли до одной точки разворота, то есть до маркера, маркер сразу же убирайте, и постепенно количество маркеров будет сокращаться. Связали округление горловины, переходим на росток, вяжем росток и только потом замыкаем все вязание в круг. Еще следующий вопрос, как же определить длину регланных линий? Она равна 1/4 обхвата груди. Бывают, конечно, какие-то плюс-минус отклонения, но в основном это 1/4 обхвата груди. Измеряем длину регланной линии
по спинке, включая саму горловину. Вот наша горловина, то есть мы поворачиваем спинкой вот так изделие и измеряем вот от края горловины и до конца регланной линии. И вот это расстояние должно быть равно 1/4 обхвата груди. Когда мы связали необходимую длину кокетки, нам нужно решить вопрос, что делать вот с этими вот регланными петлями. Куда их отнести, к рукаву или к спинке? Это здесь на ваше усмотрение. Можете разделить пополам, можете отдать рукаву, можете отдать спинке или переду. Здесь просто смотрим, допустим, если вам кажется, что у вас получилась спинка, перед узковатый, все перекинули к спинке, к переду. Если рукава узковатые, все к рукавам перекинули. Если вроде бы все устраивает, все хорошо, все ровненько, разделили пополам. Дальше. Определились с регланными петлями, необходимо выполнить подрез. И длина подреза это 1/4 обхвата вашего плеча. Подрез делайте обязательно, иначе изделие будет неловко сидеть, будет тянуть под мышкой. Петли рукавов мы откладываем на дополнительные спицы, выполняем подрезы и начинаем вязать тушку уже самого нашего джемпера или пуловера. Вот такие расчеты, на самом деле они простые. Все поэтапно делайте, не бойтесь никаких цифр. Берите ваши мерки, берите чистый листок бумаги, включайте видео и начинайте вместе со мной расчет. Ссылку вот на этот вот расчет я оставлю в описании под видео. Так что, если вам нужно, заходите, распечатывайте, чтобы было удобнее смотреть. Если вам этот расчет показался удобным, если он вам понравился, ставьте лайк. Пишите особенности ваших расчетов в комментариях. Задавайте вопросы, если что-то было непонятно. Я с удовольствием на них отвечу, с удовольствием почитаю ваши какие-то советы по вязанию регланов. Вы подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Вам будут приходить уведомления о том, как только они выйдут. До скорых встреч. Пока-пока.